в развитие выступления Сергея Федоровича хочу напомнить вам события четырехмесячной давности, когда захват Сирии ИГИЛом и другими террористическими группировками считался уже предрешенным. Все ведущие телеканалы тогда пестрили роликами о мощи и зверствах боевиков ИГИЛ, демонстрируя мировой общественности отсутствие какой-либо силы, способной их остановить. Прошло всего 3 месяца. И сегодня вы видите, как кардинально изменилась обстановка в Сирии, да и в Ираке. Знаете, какой ущерб террористам нанесен российской авиации в этом регионе. Скрыть или замолчать эти результаты от мировой общественности уже невозможно. Однако наши коллеги из так называемой антиигиловской коалиции в отсутствии значимых успехов в борьбе с международным терроризмом всячески пытаются принизить или очернить результаты действий нашей авиации в Сирии. Напомню, что первые вбросы лживой информации о якобы жертвах российских бомбардировок появились в соцсетях и отдельных западных СМИ еще до начала нашей операции в Сирийской Арабской Республике. Как говорится, поторопились. Большинство этих фальшивок распространяется от имени так называемых сирийских правозащитников. Правда, в публикациях умалчивается, что все эти, в кавычках, борцы за права сирийцев на самом деле проживают в Великобритании, Франции и Соединенных Штатах Америки. В раскрутке заявлений этих фальшивых правозащитников, о которых никто не слышал во время захвата боевиками ИГИЛ территории Сирии, участвуют, как правило, одни и те же зарубежные средства массовой информации. Наиболее часто эта ложь распространяется через организацию с ярким названием «Сирийская обсерватория прав человека», офис которой находится, опять же, в Великобритании. Информационные вбросы этой конторы, как горячие пироги, разлетаются среди отдельных западных СМИ. Ну а схема их дальнейшего распространения вам, как профессионалам, хорошо известна. Раз сообщение было опубликовано известным СМИ, значит, можно спокойно его перепечатывать, не вдаваясь в детали, и самое главное, не проверяя источники. Однако мы эти источники проверяем. Что же из себя представляет данная обсерватория? На самом деле это всего лишь один человек по имени Осама Али Сулейман, переехавший в 2000 году в Великобританию после отбывания в Сирии 3 тюремных сроков. До начала продвижения в Сирию западных ценностей в 2011 году этот господин владел небольшим магазином одежды и с трудом сводил концы с концами. Однако с началом финансирования западными странами отрядов исламистских экстремистов в Сирии в этом Осаме Али Сулейман неожиданно проснулся правозащитник, взявший псевдоним Рами Абдель-Рахман. Странным образом, очень скоро этот персонаж возглавил малоизвестный тогда интернет-ресурс под названием «Сирийская обсерватория прав человека». На протяжении последних 5 лет Рами Абдель-Рахман является и руководителем, и единственным сотрудником этой обсерватории. Но, скорее всего, не единственным зарплатополучателем. Потому что для получения, обработки и публикации такого количества сообщений на сайте, даже по скромным подсчетам, необходима круглосуточная работа не менее 10 сотрудников. Однако в своих многочисленных интервью в западной прессе этот господин всякий раз подчеркивает, что всю публикуемую информацию из Сирии он получает лично по телефону от своих доверенных информаторов. Получается, что эта сеть так называемых информаторов-правозащитников открыто действует под носом у ИГИЛ и других экстремистов. При этом почему-то в упор не замечая зверства самих террористов. Мы совсем недавно проводили и приводили примеры фальсификации от подобных активистов, на которых уже обожглись правозащитные организации Amnesty International. Доклад этой организации с обвинениями российской авиации в неизбирательности ударов построен на полученных якобы по телефону и соцсетям откровенных фальшивках. В конце декабря мы вам уже продемонстрировали отдельные примеры. Более того, мы проанализировали и другие материалы этой организации, готовы ознакомить с некоторыми из них прямо сейчас. В докладе Amnesty International утверждалось, что якобы 1 октября 2015 года в результате авиаудара, нанесенного российскими самолетами, цитирую, по мечети Амара бен Аль-Хаттаба в центре населенного пункта Джиср-эль-Шугур в провинции Идлиб погибли мирные жители. Однако на аэрофотоснимках, сделанных российскими средствами объективного контроля 23 октября, то есть под прошествии 3 недель, отчетливо видно, что указанное в докладе здание не имеет признаков разрушений.
Также мы проанализировали материалы доклада о якобы нанесении 29 ноября российскими самолетами 3 авиационных ударов по рынку в городе Риха. Мы специально подняли материалы аэрофотосъемки этого района за предыдущий период. Как вы видите на снимках, представленных Amnesty International, здания уже были разрушены задолго до 29 ноября. И, судя по всему, в ходе уличных боев. Удивляет слепая вера отдельных средств массовой информации той лжи, которая публикуется этими самоназванными правозащитниками. Стоит появиться на сайтах любой информации с обвинениями нашей авиации в неизбирательности ударов, как эти фальшивки, словно по команде, в считанные минуты подхватываются этими же СМИ. Причем не предпринимается даже малейших попыток проверить достоверность информации. Приведу пример. Несколько дней назад представитель другой, широко известной в узких кругах, правозащитной организации Syrian Emergency Task Force, некий Муаз Мустафа, проживающий, опять же, в Вашингтоне, обвинил российскую авиацию в якобы командировке 11 января его офиса в Идлибе. Опять никаких конкретных адресов или другой информации, по которой можно было бы определить местонахождение этого офиса, опубликовано не было. Хотя нам бы было очень интересна любая зацепка по данному объекту. Тем более, что этот вашингтонский борец за права человека в Сирии пользуется покровительством нашего, в кавычках, старого доброжелателя, американского сенатора Джона Маккейна. Всем известно, что Идлиб находится под полным контролем одной из группировок Аль-Каиды, боевиков Джабхат ан-Нусра. Поэтому у любого здравомыслящего человека возникает вопрос, с каких пор Аль-Каида открывает и содержит у себя офисы вашингтонских правозащитников? Или под этим офисом в действительности маскировалось что-то другое? Например, штаб Джабхат ан-Нусра. Как видите, вопросов много, а ответов у наших коллег опять нет. Еще пример. И снова о Сирийской обсерватории прав человека. На прошлой неделе на ее сайте было опубликовано сообщение о якобы бомбардировке российскими самолетами школы в населенном пункте Анжар в западнее Алеппо. Указывалось и количество погибших от 8 до 20 человек. Однако ни адресов, ни имен пострадавших, ни названия или местонахождения школы, как обычно, опубликовано не было. Профессиональный анализ снимков, вброшенных в социальные сети, показал, что характер разрушений соответствует попаданию ракеты типа «воздух-земля», которые применяются, кстати, в Сирии и Ираке только самолетами и ударными беспилотниками антигеловской коалиции. Обращаю ваше внимание, самолеты нашей авиагруппы в Сирии наносят удары по объектам террористов только после подтверждения информации о них по нескольким каналам. В случае риска для жизни мирных граждан удары по таким целям не наносятся. Возможно, для кого-то станет новостью, но наши коллеги из антигеловской коалиции, совершая боевые вылеты, руководствуются другими соображениями. В понедельник официальный представитель Минобороны США сообщил, что американская авиация уничтожила крупнейшее денежное хранилище ИГИЛ в центре иракского города Мосул, где хранились якобы миллионы наличных долларов террористов. Этот авиаудар, по его словам, был нанесен несколькими 900-килограммовыми авиабомбами. Такие боеприпасы применяются для уничтожения особо крупных объектов. Откуда в Мосуле огромное хранилище? И сколько в результате того удара погибло мирных граждан, и сегодня никому не известно. Молчат западные правозащитники. Нет никаких расследований и в западных СМИ. Обоснованность применения боеприпасов такой мощности в городе вызвали вопросы только у канала CNN. Перед вами сюжет этой телекомпании, показанный в эфире 12 января этого года. По словам корреспондента CNN в Пентагоне Барбары Стар, представители военного ведомства США заявили ей, что американское командование принимает решение о нанесении подобных авиаударов при условии, что количество погибших мирных жителей не превысит 50 человек. Как говорится, почувствуйте разницу. Наша авиация в случае угрозы гибели мирных жителей даже не планирует авиаударов по таким целям. Западная же коалиция может запросто позволить себе признать несущественную гибель 49 мирных граждан. Еще несколько фактов. В районе сирийского Алеппо, где в Анжаре якобы была разбомблена школа, в течение того дня выполняли различные боевые задачи более десятка самолетов коалиции, не говоря уже об ударных беспилотниках.
А с 20 декабря прошлого года по сегодняшний день самолеты коалиции совершили боевые вылеты и поражали цели в районе Алеппо практически ежедневно. Внимание, опрос. Так по каким объектам в этом районе работала авиация коалиции? Наши коллеги продолжают упорно молчать. Мы еще в конце декабря на брифинге обратили внимание, что Минобороны России располагает достаточным объемом информации о действительных результатах работы в Сирии авиации стран антигеоргской коалиции. И подчеркнули, что далеко не всегда эти результаты соответствуют заявленным целям. Скажу откровенно, мы рассчитывали, что наши коллеги не только обратят на это внимание, но и сделают определенные выводы. Поэтому в дальнейшем для опровержения слухов и обвинений в наш адрес, в случае молчания наших коллег о результатах их бомбардировок в Сирии, нам придется самим информировать общественность об этих фактах. Если кто-то до сих пор этого не понимает, то напрасно. В России есть мудрая пословица: «Не рой яму другому, сам в нее попадешь». Спасибо вам за внимание, уважаемые коллеги.